Она королева Шотландии. Он парень, у которого в голове свистит ветер. Настоящая сумасшедшая любовь с мумией в постели. Поехали! Друзья мои, прежде чем мы отправимся к нашей блистательной королеве трех корон, я должна рассказать вам одну историю. На первый взгляд, вообще не про нее. Но это только на первый взгляд. На самом деле, чтобы понять один важный нюанс в судьбе нашей героини, нужно сперва разобраться в другом нюансе. Поэтому устраивайтесь поудобнее, наливайте чай или что там вы предпочитаете. И позвольте объяснить вам одну простую, но архиважную вещь, буквально на пальцах, по-человечески. Итак, представьте себе старую Европу. Времена, когда вопросы крови решали все. Существовал там один неписанный, а потом и вполне себе церковный закон. Звучал он примерно так. Нельзя жениться на своей родне. Почему? Все просто. Церковь была мудра. Она знала, что если одна семья начнет жениться только на своих, она станет слишком богатой, слишком сильной и слишком больной. Чтобы кровь не застаивалась, ее нужно было смешивать. За нарушение этого правила рушились троны, а королей отлучали от церкви. Это был железный закон для всех. И вот в самом центре Европы жил один род – Габсбурги. В начале этой истории они были совершенно обычными людьми, богатыми, амбициозными, но вполне симпатичными. Никаких знаменитых челюстей, никаких пугающих подбородков и странностей. Они жили по правилам, искали невест в чужих краях, и ничто не предвещало того, что однажды они решат. Законы созданы для людей, а мы Габсбурги. Но прежде чем мы ужаснемся тому, во что превратились Габсбурги позже, давайте сразу расставим точки над «и», забегая назад. Справедливости ради, инцест придумали вовсе не они, эта традиция стара как мир. Египетские фараоны, древние персы, да те же Птолемеи, которые женились на родных сестрах и при этом умудрялись править. В Европе даже при всех строгих церковных запретах на кузин тоже нет-нет да поглядывали. Взять ту же Изабеллу Кастильскую, великую королеву, объединившую Испанию. Она вышла замуж за своего троюродного брата Фердинанда Арагонского. И ничего, жили-правили. Но все это были точечные истории, браки по любви или по большой политической нужде. Никто не делал из этого просто прям систему. Это были, скажем так, грешки. Исключение – маленькие грязные секретики королевских дворов, которые прятали под мантией государственной необходимости. И вот представьте себе, сидят себе Габсбурги в Вене. Поначалу они приличные люди, вполне обычные на вид. Но постепенно они начинают осознавать одну пугающую вещь. Они слишком богаты. К их рукам приплывают земли Австрии, Испании, Нидерландов, куски Италии и все золото нового света. И тут включается простая человеческая жадность. Габсбурги смотрят на карту и понимают, если мы выдадим нашу принцессу за какого-нибудь французского Валуа или английского Тюдора, нам придется отдать в приданое целое королевство. Половина империи уйдет чужаку. И вот тут им в голову пришла гениальная, как им казалось, мысль. А зачем нам вообще выпускать золото из сейфа? Зачем искать невесту в Париже, когда в соседней комнате сидит племянница? Она и так наша. Если дядя женится на племяннице, то земли остаются в семье, деньги в семье. И даже корона не меняет полку в шкафу. А что же церковь? Ватикан в этот момент исполнил сложнейший акропатический этюд. Папа Римский прекрасно понимал, что это, мягко говоря, нехорошо. Но Габсбурги были самыми католическими королями. Они были главными спонсорами церкви и ее единственной защитой от всех врагов. Поэтому каждый раз, когда очередной Филипп или Карл хотел жениться
на дочке своей сестры, в Ватикан отправлялся увесистый сундук с золотом. И папа, вздыхая и пересчитывая дукаты, выписывал диспенсацию. Мол, во имя великого блага и сохранения веры этот конкретный инцест считается, почти святым делом. Так Габсбурги решили, что они перехитрили Бога, папу и саму природу. Они создали идеальный замкнутый круг. Друзья мои, давайте сразу договоримся. Я не медик, не генетик. Мы с вами просто сидим у меня дома в Праге, пьем чай, и я пытаюсь объяснить вам эту химию жизни так, как понимаю ее сама. Поэтому, если среди нас есть врачи, прошу меня простить. Представьте, что каждый из нас – это огромная библиотека инструкций. Как строить глаза, как работать сердцу, какой длины будет нос. У каждого человека в этих инструкциях есть маленькие опечатки, ошибки, но все мы не идеальны. Но природа, дама, очень хитрая. Она придумала систему безопасности. У ребенка всегда есть две инструкции. Одна от мамы, другая от папы. И если у папы в главе «Здоровье» на 15 странице опечатка, то инструкция от мамы, где эта страница целая, срабатывает как страховка. Ошибка просто спит и никак не мешает жить. А теперь смотрите, что происходит у Габсбургов. Когда дядя женится на племяннице, их библиотеки почти одинаковы. У них одни и те же ошибки на одних и тех же страницах. И когда рождается ребенок, у него просто нет шанса на здоровую копию. Ошибка накладывается на ошибку, опечатка на опечатку. Это как если бы вы решили сварить суп, но в обеих кулинарных книгах было написано вместо «посолить» налить бутылку уксуса. У вас нет другой версии. Вы берете то, что есть. В итоге получается не суп, а черти что, катастрофа. В биологии это называется вырождение. Кровь не выходит наружу. Это значит, что в семью не заходят новые, свежие инструкции, которые могли бы починить поломки. Вместо этого семья бесконечно копирует свои собственные опечатки. И с каждым поколением этих ошибок становится все больше. Отсюда и эти знаменитые челюсти, которые не смыкаются, и приступы, которые мы называем эпилепсией, и хрупкие кости, и, что самое печальное, помутнение рассудка. Это не проклятие ведьмы, это просто математика жадности. Они так хотели сохранить все внутри, что в итоге сохранили и все свои болезни, умножив их на 100. А теперь давайте перенесемся в солнечную Испанию XVI века. Там правил король Филипп II, тот самый, которого мы знаем как мужа английской королевы Марии Кровавой. Многие из вас могут сказать: «Стоп, Валерий, мы же говорили про инцест, а Мария Тюдор англичанка». Спокойно, все под контролем. Мария Тюдор была дочерью Екатерины Арагонской, а та была родной сестрой бабушки Филиппа. Так что они были родственниками, пусть и не самыми ближайшими. Все чинно, благородно, в рамках семейного круга. Можно выдохнуть. Система дала крошечный сбой, но не рухнула. Но речь сейчас пойдет не о Марии, она-то будет позже. Давайте отмотаем пленку назад. В те времена, когда Филипп был еще совсем молод, зелен и только-только примерял корону. Чтобы понять, насколько все было запущено, просто взгляните на родословную самого Филиппа. Он же не с неба свалился. Его отцом был великий император Карл V Габсбург, а матерью Изабелла Португальская. И вот тут начинается любимая математика Габсбургов. Карл V и Изабелла были двоюродными братом и сестрой. У них были общие бабушка и дедушка, Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. То есть папа и мама нашего героя были близкой-преблизкой родней. А это значит, что Филипп II уже в момент зачатия получил двойную порцию одних и тех же генов. Кровь, как вы помните, уже тогда начинала вариться сама в себе. И вот, юный Филипп, еще не познавший горечи утрат и ужасов семейной генетики, женится. Он принц, наследник, красавец, пока еще без ярко выраженного подбородка, хотя процесс уже пошел. Кого же выбрали? Конечно, родственницу, причем самую-самую близкую. Его первой женой стала Мария Мануэла Португальская. Звучит красиво, как название старинного вина. Но давайте разберем этот союз на генетические атомы. Мария Мануэла была его двоюродной сестрой, причем с обеих сторон. Ее мама была родной сестрой Карла V, то бишь тети Филиппа, а ее папа был родным братом Изабеллы Португальской, то бишь дядей Филиппа.
В общем, их родители были попарно родными братьями и сестрами. Это не просто брак двоюродных родственников. Это практически союз биологических, единоутробных генетических клонов. Степень родства зашкаливала так, что современные генетики, увидев эту схему, хватались бы за сердце. Итак, молодые поженились. Юг Европы, солнце, апельсины, страсть. И первым делом, чем должны были заняться наследные принц и принцесса? Правильно, созданием новых Габсбургов. И у них получилось. Получилось именно так, как и должно было получиться в ситуации, когда крови просто физически некуда выливаться, кроме как обратно, в ту же самую воронку. В 1545 году на свет появляется мальчик, сын, наследник, гордость отца. Его назвали Дон Карлос. Но давайте сразу забежим вперед, чтобы подсветить масштаб трагедии. Молодая мама, Мария Мануэла, практически сразу после родов умирает. Ей было всего 17. Филипп II остается вдовцом с младенцем на руках. И младенца этого с первых же дней было, мягко говоря, жалко. Уже тогда, глядя в его глаза, опытные няньки и придворные лекари качали головами. Ребенок родился болезненным, слабым, с явными отклонениями. Чего вы хотели, друзья мои? Какой еще мог родиться ребенок, прошу прощения, у практически брата и сестры? У людей, чьи гены похожи друг на друга, как две капли мутной воды из одной лужи. Вот с этого мальчика, с Дона Карлоса, мы начинаем нашу следующую, леденящую душу главу. Потому что его история – это не просто судьба одного несчастного принца. Это живой памятник тому, что бывает, когда амбиции и жадность к власти побеждают здравый смысл и законы природы. Но давайте сразу расставим все точки над «и». Год назад, когда я уже касалась истории Дона Карлоса, тогда в комментарии пришли адвокаты испанского принца и мне написали: «Валерия, как вы можете? Это же был прекрасный рыцарь, романтический герой, восставший против тирана отца, а вы называете его больным, как вам не стыдно?» Так вот, друзья мои, давайте договоримся. Мы здесь не в театре Ла Скала. Я прекрасно понимаю вашу любовь к великой музыке, Джузеппе Верди и поэзии Фридриха Шиллера. Но есть одна проблема. Эти гении не писали историю, они писали драму. Кто и зачем превратил Дона Карлоса в рыцаря? Образ прекрасного принца создавали спустя столетия после его смерти. И создавали это не из любви к истине, а ради политики. В истории это называется «черная легенда». В XVIII и XIX веках всей Европе нужно было выставить испанских Габсбургов монстрами. А как сделать короля Филиппа II еще более жутким? Правильно, нужно придумать историю о том, что он старый деспот, отобрал невесту у своего благородного и здорового сына, а потом и вовсе его убил. Это был идеальный пиар-ход. Шиллеру нужен был герой-мученик для его пьесы, а Верди – страдающий тенор для его оперы. И они взяли имя реального человека, полностью стерли его настоящий облик и нарисовали на этом месте рыцаря без страха и упрека. Но архивы не поют арии и не пишут стихов. В архивах лежат отчеты послов, записи врачей и свидетельства очевидцев, которые видели принца каждый день. И поверьте, если бы Шиллер и Верди провели с настоящим Доном Карлосом хотя бы 5 минут, никакой оперы бы не случилось. Случился бы фильм ужасов. Поэтому, друзья, если вы хотите романтики, идите в оперу. А если вы хотите знать правду, оставайтесь со мной. Сейчас мы будем смотреть на реальные портреты, а не театральные декорации. Друзья мои, давайте на минуту представим немыслимое. Вы сидите в роскошной ложе оперы «Дон Карлос». Гаснет свет, и тут на сцену вместо ослепительного тенора в шелках выходит настоящий принц Астурийский. Я думаю, зал опустил бы за минуту. Все крики были бы не «Браво!», а «Караул!». Причем почтеннейшая публика забыла бы про любую толерантность. Потому что зрелище это было не для слабонервных. И вот вам правда без театрального грима. Мы с вами не на консилиуме врачей. Но давайте я вам как умею на пальцах объясню, что было не так с этим несчастным мальчиком. Во-первых, природа на нем просто отдохнула. В 18 лет Дон Карлос выглядел как болезненный подросток, ростом едва ли до 1,5 метра. Это было тощее, хрупкое создание, которое, казалось, держится на одном честном слове.
Вся генетическая арифметика Габсбургов вылилась в асимметрию. Одно плечо у него было заметно выше другого, а одна нога короче, а отсюда постоянная прихрамывающая походка. Вместо гордой осанки сутулая спина, почти горб. И венцом всего та самая знаменитая челюсть. Она была настолько массивной и выдающейся вперед, что принц с трудом мог пережевывать еду. Он постоянно пускал слюни, а речь его была, очень даже невнятной. Представьте себе лицо, которое просто невозможно сложить в нормальную улыбку. Но самое страшное скрывалось внутри. Давайте скажем корректно, его умственное развитие сильно задерживалось. По уму это был капризный злой ребенок в теле взрослого. Но ребенок очень жестокий. С детства он проявлял откровенный садизм. Он обожал мучить животных. Сохранились жуткие истории, как он зажаривал живых лошадей в королевских конюшнях. А его любимым развлечением было избивать слуг и даже просто прохожих на улице. Его вспышки ярости пугали даже собственную охрану. Вот такой принц на белом коне. Генетический тупик, человек-катастрофа. Математика жадности, о которой мы говорили, выдала свой финальный и жуткий результат. Хотя это еще был, конечно, не финал. А теперь, друзья, подходим к самому страшному, к тому, ради чего я вас так долго мучила этой генетикой и челюстями. Ведь, казалось бы, чего переживать? Родился больной мальчик, с причудами, лошадей обижает, слуг гоняет. Спрятали бы его куда подальше, например, в загородный дом какой-нибудь, или в санаторий для специальных аристократов, где он сидел бы за высоким забором и кидался в прохожих, скажем, объедками со стола, или, не дай бог, чем-нибудь похлеще. Но нет, друзья мои. В том-то и заключается вселенский масштаб трагедии. Это недоразумение было единственным сыном Филиппа II. И вот тут давайте сделаем паузу на семейный расклад. Да, Филипп к тому моменту уже был женат в 3-й раз. После кончины Марии Кровавой он взял в жены юную француженку Изабеллу Валуа, дочь Генриха II и Екатерины Медичи. И вы можете сказать: «О, Валуа, новая кровь, свежая струя». Филипп наконец-то исправился и влюбился в постороннюю. Спокойно, не спешите аплодировать. Да, технически Изабелла была из французского дома Валуа. На брачном контракте значилась новая красивая фамилия. Можно сказать, что наш Филипп почти отдохнул. Почти. Потому что Габсбурги изменяют себе только в мелочах. Разумеется, Изабелла тоже была ему родственницей. Она приходилась Филиппу чем-то вроде троюродной племянницы. В общем, тут без бутылки и генетической карты не разберешься. Скажем так, это была уже не та гремучая смесь, что с Марией Португальской. Уровень родства был достаточно дальним, чтобы с натяжкой, назвать этот брак глотком свежего воздуха или почти что браком с иностранкой. И вот тут засада. Пока у них вообще не было детей. Да, в будущем родятся 2 прекрасные дочери. Но на тот момент единственным, кто маячил на горизонте престола наследия, был наш с вами друг Дон Карлос. Единственный сын. Бесценнейший наследник. И это не просто наследник папиной строительной конторы, коллекции марок или набора серебряных ложек. Зажмурьтесь на секунду и представьте масштаб того, что он должен был получить. Вот сейчас-то мы подходим к самой сути империи, над которой никогда не заходило солнце. Филипп II был не просто королем Испании. Его наследник в случае чего получал всю Испанию с ее непобедимой армией, богатейшие Нидерланды, половину Италии и вишенка на торте. Новый свет, весь золотой запас Мексики и Перу, бесконечные земли за океаном, о которых в Европе тогда только слагали легенды. И вот над всей этой махиной, над всеми этими кораблями, колониями и казной должен был взойти лик Дона Карлоса. Тот самый лик с непомерной челюстью и слюнявым ртом, кривым позвоночником и печатью безумия в глазах. Человек, который сегодня жрет туфли сапожника, а завтра выкалывает глаза лошадям. И вот он должен был решать вопросы мира и войны, подписывать указы и вершить судьбы континентов. Теперь вы ухватили суть, друзья мои. У нас на сцене наследник половины мира, больной, несчастный, уродливый, с гнилым нутром и помутневшимся рассудком, но очень чудовищно богатый и могущественный. Просто представьте этот ужас в глазах Филиппа II, который смотрел на свое творение и понимал:
все, что строил его великий отец Карл V, будет отдано в руки этому живому последствию жадности. А теперь давайте выдохнем. После политики и географии мы переходим к самому пикантному, к романтике. Точнее, к тому, что при дворе Габсбургов называли этим словом. Итак, конечно же, у нашего Дона Карлоса были невесты. Ну а как же? Наследник престола, пусть и с таким лицом, будто его рисовал пьяный кубист, он все равно оставался самым лакомым куском на рынке женихов. Правда, сам он себе невест, конечно, не искал. Боюсь представить, на ком бы он женился самостоятельно. На кошке, может быть, или на каком-нибудь симпатичном кресле. Но, к счастью для династии, поиском занимался папа. Однако на этих смотринах что-то постоянно шло не так. Вернее, шло по классическому габсбургскому сценарию. Трагично, нелепо и с нарушением всех правил приличия. Ну, судите сами. Сначала юному Карлосу сосватали прелестную француженку Изабеллу Валуа. Девочка была хороша, как парижское утро. Все при ней, и кровь Валуа, и обаяние, и здоровый вид. Но пока шли приготовления к свадьбе, случилось то, что случается с королями. Филипп II овдовел, Мария Кровавая покинула этот мир. И Филипп, тоскливо оглядев свой опустевший дворец, внезапно подумал: а чем черт не шутит? В общем, он взял и сам женился на невесте своего сына. Просто взял и женился. Сказал: это моя невеста, найди себе другую. Ну, так он, конечно, не говорил. И вот тут, надо сказать, девочке несказанно повезло, потому что при всем уважении к Дону Карлосу выйти замуж за его папу было куда лучшей судьбой, чем за самого Дона Карлоса. Да, папа старше, да, у папы на лице написана вся мировая скорбь, но папа хотя бы не ест сапожников. Это уже весомый аргумент. Итак, Изабелла стала мачехой, но Дон Карлос не может долго простаивать без невесты. Это не по-габсбургски. И папа Филипп II снова отправляется по европейским дворам искать счастье своему абсолютно безумному сыну. Друзья мои, вот тут у меня, честно говоря, мозг закипает. Я, честное слово, не Габсбург. И мне их логику не понять. Просто вдумайтесь. У него есть сын. Он воет на луну, жрет жареных лошадей, выкалывает им глаза, избивает слуг и с трудом может связать 3 слова без слюней. Он – кричащее доказательство того, что браки с родственниками – это билет в один конец, в генетический ад. Что делает в этой ситуации нормальный отец? Он ищет невесту где-нибудь на стороне, чтобы хоть как-то разбавить этот компот из мутаций. Что делает Филипп II? Он ищет невесту среди своих. Ну, конечно же. И где он ищет ее, спросите вы? В Париже, в Лондоне, у каких-нибудь заморских принцесс? Нет, он нашел ее в Праге. Прямо у меня под боком. И не просто в Праге, не где-то там, возле Карлова моста, в милом домике с черепичной крышей. Нет, представьте себе, в Пражском граде, прямо над Карловым мостом, жила-была молоденькая Анна Австрийская. Она была дочерью будущего императора Максимилиана I. И она, как вы уже догадались, была ближайшей родственницей нашему сумасшедшему принцу. Причем Анна тоже была плодом союза ближайших родственников. То есть Филипп II нашел своему больному сыну жену в том же самом генетическом болоте, которое этого сына и погубило. Просто представьте себе ход его мыслей. Сына погубила близкородная связь. Отличная идея. Закрепим успех еще одной такой же связью. На каких детей они рассчитывали? Точнее, на что они рассчитывали? Если бы этот союз состоялся, если бы Дон Карлос, этот продукт инцеста, женился на Анне, которая тоже была продуктом инцеста, у них бы родилось не кто, а именно что? Существо, которое, возможно, даже не смогли бы классифицировать биологи. Но, забегая вперед, скажу, Анне Австрийской повезет. Чуть позже наш неуемный Филипп II снова овдовеет и, верный своей традиции, женится на невесте сына сам. Во второй раз он провернет этот же трюк. Анна станет женой, но уже не безумного мальчика, а мрачного короля. И именно она родит ему того самого наследника, который продолжит эту династию. Но это будет потом. Пока же давайте просто зафиксируем диспозицию, чтобы никто не запутался. Записывайте на манжетах.
Испания. Там живет наследник огромной империи, безумный, косой, кривой Дон Карлос. Где-то далеко в Праге живет его официальная невеста, маленькая, ей пока всего лишь 11 лет, Анна Австрийская, его ближайшая родственница, она еще ребенок, до свадьбы далеко, и она пока не жена. И вот именно в этот момент на сцену выходит одна красавица. Она смотрит на эту ситуацию и думает: Аня пока маленькая, в Праге сидит, она мне не конкурентка. А почему бы, собственно, и нет? И она решает побороться за сердце, прости господи, этого Дона Карлоса. Звали эту красавицу Мария. И не просто Мария, а Мария Стюарт. Ну, если уж быть совсем точным. Друзья мои, а теперь давайте перенесемся из душной, выжженной солнцем Испании с ее безумным принцем и уставшим королем туда, где все дышит изяществом, интригой и тонким ароматом отравленных перчаток. Мы переносимся в Париж, во Францию. И вот представьте себе Лувр. Тишина, полумрак. В закрытых покоях, обитых белой тканью, сидит юная женщина. Она вся в белом. Белые стены, белые свечи, белое платье. Со стороны подумаешь: боже мой, какая красивая сказка про снежную королеву. Но нет, это не сказка. Это вполне себе суровая французская реальность середины XVI века, потому что белый цвет во Франции этих лет – это не цвет свадьбы и не цвет невинности, это цвет траура, самого глубокого и самого безутешного. В 1560 году умирает король Франции, мальчик, которому было всего 16 лет, и звали его Франциск II. И он не дожил до совершеннолетия. Болезненный, слабый, он угас, как свеча на сквозняке, и оставил после себя не только корону, но и кое-что гораздо более интригующее. Он оставил вдову. И вот эта вдова теперь сидит в тех самых белых комнатах, которые назывались «белый траур». По этикету ей положено провести там 40 дней. Ну зачем? А вдруг она беременна? Вдруг в ее чреве прямо сейчас растет наследник престола? Не дай бог пропустить такую новость. Поэтому вдову изолируют как ценную бандероль и ждут. Сиди, Мария, и не рыпайся. Пиши себе стихи, молись и страдай. И она страдает, и пишет стихи. И стихи, к слову, очень даже неплохие. А теперь давайте посмотрим, кто же эта таинственная вдова, запертая в белых покоях. Как вы поняли, зовут ее Мария Стюарт. И на минуточку, это не просто какая-то там герцогиня или графиня. Это законная коронованная королева Шотландии, с пеленок. С младенчества она уже носила эту корону, которая досталась ей, когда ей было всего лишь 6 дней от роду. Теперь, после смерти мужа, она еще и вдовствующая королева Франции. То есть, одна корона ее законная, шотландская, она при ней, а вторая французская только что тихо сползла с ее головы вместе с титулом. Вдова – это уже не совсем королева, это уже, скажем так, почетная пенсионерка при дворе. Но, как вы понимаете, нашей Марии этого мало, мало 2 корон. В ее прекрасно рыжей голове уже давно зреет мысль о 3-й короне, о короне Англии. И она искренне считает себя законной королевой Англии, потому что ее бабушка была сестрой Генриха VIII. И пусть это спорно, пусть там сидит Елизавета, пусть это политический динамит, но знаете, как говорят в народе, была у собаки хата, мечтать не вредно. Особенно, если ты Мария Стюарт, а на троне там сидит Елизавета. Итак, 40 дней проходит. Придворные, медики и дамы почтительно докладывают: увы, Ваше Величество, вы не беременны. Все, конец белому заключению. Мария выходит из своих покоев. И вот тут, друзья мои, все и начинается. Потому что Мария Стюарт, молодая, ослепительно красивая, свободная и безмерно амбициозная, оказывается не где-нибудь, а на европейском брачном рынке. На том самом рынке, где только что в жутком ассортименте был представлен Дон Карлос. А теперь давайте зафиксируем один очень важный факт. Даже не факт, а глубину. Глубину несерьезности нашей главной героини. Без этого мы вообще не поймем весь расклад. Итак, напомню. С 6 дней от роду Мария Стюарт – законная королева Шотландии. Это ее трон по праву рождения, по крови, по закону. Все честно, все чисто. Да, она не росла в Шотландии. Ее маленькую увезли во Францию подальше от английских пушек и шотландских заговоров.
Кто не знает подробностей, посмотрите наш первый ролик, там все рассказано. Во Франции она выросла, вышла замуж за наследника престола, а когда его папа трагически погиб на турнире, стала королевой Франции. Муж Франциск II, она королева, тут все понятно, все логично. Ну давайте посмотрим, что в это время происходит в Шотландии. А в Шотландии все это время сидит ее мать Мария де Гиз, железная женщина. Она на собственных плечах несет трон дочери. Она выгрызает его зубами у мятежных лордов, у английских шпионов, у всех, кто хочет этот трон сломать на дрова. Она не просто греет это место, она охраняет его как цербер, чтобы с ним ничего не случилось к приезду любимой дочери. Мать-героиня, честное слово. И вот Мария де Гиз умирает, защищая корону дочери. И что делает наша королева Франции, королева Шотландии, королева Англии, трижды королева? Возвращается в Шотландию, садится на трон, ради которого мать жизнь положила? Нет, не возвращается. И, друзья мои, тогда мы еще могли ее хоть как-то понять. Ну, правда. Можно было, например, сказать: окей, она жена французского короля, она сидит на французском троне рядом с мужем. Шотландия далеко, там холодно, но регенты какие-то есть, пусть правят, пока она из Франции будет присматривать за своим домом. Ну, бывает дистанционное управление королевством, так сказать. Не идеально, но ладно. Ну вот, Франциск II умирает. Мария Стюарт становится вдовой. Более того, даже не беременной вдовой. А это, друзья мои, важный статусный момент. Она больше не королева Франции. Вдова короля – это не королева. Это почетная пенсионерка при чужом теперь уже дворе. Все, ее место на французском троне занято. Пора собирать, прошу прощения, манатки. И вот тут возникает простой, как шотландский репейник, вопрос. Что в такой ситуации делает королева, у которой есть собственная, абсолютно законная, живая и очень даже настоящая страна? Ответ, казалось бы, очевиден. Она собирает вещи и едет домой, к своему народу, на свой трон. Трон, который для нее берегла мать. Трон, на котором сидели ее предки Стюарты. Трон, который ждет ее уже много лет. Но нет. Наша Мария никуда не едет. Ей 18 лет. Она молода, она прекрасна. И я скажу вам честно, вообще-то я могу ее понять. Вы бы сами хотели в 16 веке переехать из Парижа в Шотландию, из Лувра в Эдинбургский замок. Шотландия – это ветер, холод, строгость и полное отсутствие французского шика. Понятно, что 18-летней девочке, привыкшей к нарядам и веселью, туда вообще не хочется. И вот тут мы ее вообще не осуждаем. Просто понимаем, девушка хочет жить красиво. Кто из нас не без греха? Но, и это есть самое жирное «но». Дальше начинается та самая глубина несерьезности, о которой я вам говорила. Потому что Мария Стюарт при всем этом искренне, на полном серьезе, считает себя королевой Англии. Она кричит об этом на каждом парижском углу. Она брендирует свои тарелки, простыни и полотенца английским гербом. Она подписывает документы «Мария, королева Шотландии, Англии и Франции». Франции уже нет, но это мелочи. И вот тут, друзья мои, возникает один единственный, но очень даже убийственный вопрос. Если вы такая великая королева, если вы королева Англии и королева Шотландии, то что, простите, вы можете предложить Англии? Елизавета Тюдор, она сидит на своем троне, она управляет страной, она вникает в дела, она принимает послов, ведет войны и строит флот. Она реально работает королевой. Что в это время делает Мария? Она сидит в Париже. Она даже в свою родную Шотландию не едет. В страну, которую ей по закону оставил отец. И напомню, которую мать для нее выгрызала зубами. Но при этом кричит: «Я королева Англии, отдайте мне еще и эту корону». Позвольте, это уже какая-то дикость. Представьте себе такого правителя сегодня. Человек говорит: «Я обожаю свой родной город, мое сердце разрывается от любви к нему, я его законный мэр, а еще я мэр соседнего города, и мне вообще все равно, что там у них уже есть свой мэр, я его не признаю». Но при этом он сидит в Монако и пьет шампанское. Вас бы это не смутило? И вот, друзья мои, с этой самой ноты, с этого самого градуса несерьезности мы переходим к нашей истории.
После смерти юного Франциска королем стал его младший брат, мальчик, которому едва стукнуло 10 лет, звали его Карл, и вошел он в историю как Карл IX. Сами понимаете, в 10 лет король – это чисто номинально, можно сказать, просто вывеска. И вот тут, как черт из табакерки, появляется та, кто будет править по-настоящему – Екатерина Медичи. Она становится регентом и полновластной хозяйкой Франции. И вот тут начинается самое интересное. Кто у нас смотрел предыдущий ролик, тот знает. А для остальных я напомню. Екатерина Медичи – это женщина, которую при французском дворе унижали десятилетиями. Ее называли купчихой, дочерью торговца, ее ни во что не ставили, пока ее мужа ублажала Диана де Пуатье. И знаете, кто был одной из тех, кто наравне со всеми смотрел на нее свысока? Правильно, наша Мария Стюарт. Мария с высоты своего шотландского, французского и английского величия тоже не упускала случая подчеркнуть, что она кровь королей, а свекровь ее так, флорентийские финансы. И вот представьте себе этот щекотливый момент. Мария выходит из своих белых покоев через 40 дней. Мы помним, она не беременна. Ехать в Шотландию она не хочет, чемоданы не собирает. Но ситуация-то катастрофически уже изменилась. Теперь на троне не просто какая-то там Екатерина, а женщина, которую Мария годами не считала ровней. И эта женщина, за плечами которой десятилетия унижений и еще бухгалтерский учет обид. И вот эта женщина теперь принимает парад. И вот тут происходит сцена, достойная пера Шекспира. Екатерина Медичи не стала никого травить, пока что. Не стала выцарапывать Марии глаза. Она сделала нечто гораздо более унизительное. Она, эта купчиха, поставила королеву на место одним простым жестом. Она отобрала у Марии Стюарт драгоценности. Но не просто отобрала, а провела процедуру возврата коронного имущества. Проще говоря, все, что юный Франциск II дарил своей жене, будучи королем, теперь по закону принадлежало короне Франции. И Екатерина, как самый настоящий банкир, оприходовала все обратно в казну. Это была не кража, это было гораздо больнее, это было напоминание. Ты здесь никто, девочка. Твои колье, твои рубины, твои жемчуга, которые ты так любила надевать на балы, это все государственная собственность. Ты просто арендовала это на время правления моего сына. Теперь, будь добра, верни. И Мария возвращала. Представляете, какая это была сцена? Вчерашняя королева Франции снимает с шеи ожерелье и кладет его на стол перед дочерью банкира. С небес на землю, друзья мои. Жесткое приземление. Любая гордая женщина после такого хлопнула бы дверью, села на корабль и уплыла править своей собственной законной Шотландией. Сказала бы: ну и ладно, у меня тоже есть трон. Но нет, наша Мария держится за Францию как шотландский репейник. Понимая, что жить в одном замке со свекровью, которая тебя только что обнулила, просто невыносимо, Мария собирает остатки своей свиты и переезжает в Реймс. Да, она готова жить где угодно, хоть в Реймсе, хоть на конюшне, только бы не возвращаться к себе домой. И вот тут, друзья мои, наступает момент отчаяния, замешанного на несусветной амбициозности. Мария понимает, чтобы зацепиться за власть, чтобы не возвращаться домой, ей срочно нужен муж. И не просто какой-нибудь захудалый принц, а игрок высшей лиги. И знаете, это был тот самый момент, когда она мысленно сказала себе: мне лишь бы не в Шотландию. Я готова выйти за кого угодно, лишь бы здесь остаться. Хоть за черта лысого. И черт лысый не заставил себя долго ждать. Точнее, не лысый, а с патологической челюстью и любовью к жареным лошадям. И именно в этот момент ее взгляд, блуждающий по карте Европы, натыкается на город, который как раз недавно стал новой столицей Великой Империи – Мадрид. И именно там, в мрачном Алькасаре, живет тот самый единственный наследник престола, тот, с кем Мария еще не знакома лично, но чей титул звучит как музыка для ее амбиций – Дон Карлос. Друзья мои, забудьте про тихие молитвы в монастырском саду. Реймс в 1561 году превратился в настоящий штаб спецопераций под кодовым названием «Испанский джекпот». Мария Стюарт
Наша белая вдова развернула такую бурную деятельность, что даже современные пиар-агенты могли бы поучиться. Работа велась сразу по двум фронтам – нежному и железобетонному. Первым делом наша героиня садится за стол, берет перо и пишет письмо в Мадрид. Адресат Изабелла Валуа, третья жена Филиппа II. Напомню, Изабелла – родная сестра покойного мужа Марии, ее подруга детства. Текст примерно такой. «Дорогая Изабелла», и тут вообразите звук капающей слезы на пергамент. «Я здесь так одиноко. Франция мне больше не дом. Свекровь отобрала бусы. Слушай, у меня тут дельце одно. Твой пасынок, Дон Карлос, говорят, жених завидный, одинокий, молодой, наследник половины мира. Ну и что про него болтают всякое? Я уверена, это просто сплетни завистников. Ты не могла бы замолвить за меня словечко перед Филиппом? Я была бы тебе так благодарна. Твоя любящая бывшая королева Франции, нынешняя королева Шотландии и, между прочим, самая настоящая королева Англии, правда временно сидящая в Реймсе». И пока Мария ждала ответа и мысленно представляла, как она въезжает в Мадрид под звон колоколов, ее дядья не теряли времени. Они развернули бурную деятельность. К испанскому послу во Франции заслали своих людей с приятной, но вполне конкретной миссией. Надо встретиться. Есть разговор очень важный. Нет, по телефону нельзя. Ждите в условленном месте. Итак, встреча состоялась в обстановке строжайшей секретности. Представьте себе, темная комната, свечи, люди в плащах. Хотя, возможно, свечей и плащей не было, но для антуража пусть будут. И вот, дяди Гизы с испанским послом склоняются над картой и раскладывают свой главный козырь. Их посыл был гениален в своей простоте. Они говорили примерно следующее. «Сеньор посол, посмотрите на этот лот. Перед вами не просто вдова, перед вами ключи от сейфа под названием Британия. Выдавайте своего Дона за нашу Марию, и Испания получит не только шотландские скалы, вы получите целую Англию. Ведь кто такая Мария? Она же истинная королева Англии. А та дама, что сейчас там сидит в Лондоне, но вы же сами понимаете, это все временное недоразумение». Звучало это настолько сладко, что у испанского посла, должно быть, закружилась голова. Шотландия, Англия, Ирландия. И все это в приданное к женщине, которую, в отличие от Дона Карлоса, можно показывать людям без риска, что они разбегутся. Друзья мои, это был гениальный план. Дяди Гизы играли по-крупному. Они буквально предлагали Филиппу II исполнить его давнюю мечту – захватить Англию, не потратив ни одного золотого дуката на флот. Всего-то и делов – женить своего специфического сына на самой красивой женщине Европы. В общем, ситуация складывается следующая. Мария сидит в Реймсе, надеясь, что Изабелла Валуа вот-вот пришлет радостную весть. «Приезжай, Карлос уже ждет с кольцом и жареной лошадью». Она искренне верила, что ее красота и ее английские тарелки с гербом – это достаточный аргумент для Филиппа II. Но она не учла одного – Филипп II был не романтиком, а бухгалтером. И он начал считать риски. Представьте себе эту картину. Филипп II, человек, которого называли король-бумага, засучил свои расшитые рукава, разложил на столе гигантские бухгалтерские книги империи и достал самое-самое острое перо. Пришло время сводить дебет с кредитом в деле Марии Стюарт. И вот что он там себе высчитал. Филипп прекрасно понимал то, чего Мария в своем азарте упорно не замечала. Настоящие королевы Англии обычно все-таки сидят в Лондоне, а не в Реймсе, пусть и с брендированными тарелками. Филипп уже имел дело с Тюдорами. Вспомним Марию Кровавую. И прекрасно понимал, Елизавета – это не просто рыжая девочка, это реальная власть. Свадьба с Марией – это автоматическая война с Англией. А война – это некрасивые гербы на простынях, это огромные, высасывающие все соки из казны счета за флот и армию. Филипп посмотрел на амбициозных Гизов и сразу понял, эти ребята, как только их племянница переедет в Мадрид, тут же попытаются подвинуть его самого. Гизы – это не те люди, что будут скромно стоять в сторонке. Они захотят рулить всей Испанией. А что же Изабелла?
Конечно, Изабелла Валуа, как верная подруга, честно принесла мужу то самое письмо из Реймса. Она была, пожалуй, единственным существом на планете, к которому Филипп испытывал нечто отдаленно напоминающее человеческую нежность. Филипп взял письмо, прочел его с тем же выражением лица, с каким обычно читал отчеты о поставках, например, овса для конюшен, и, посмотрев на жену, ответил что-то вроде «Дорогая, иди займись вышиванием». А Изабелла, будучи девушкой умной и к тому же глубоко беременной, спорить не стала. Она прекрасно знала, когда Филипп говорит «иди вышивай», это значит, что тема закрыта, запечатана и залита свинцом. На этом вся ее дипломатическая миссия и закончилась. А что же наш завидный жених? Ну а что жених? Жениха, как водится, вообще забыли проинформировать. Дону Карлосу никто не сообщил, что за его руку в Реймсе развернулась битва. Да и вообще у Дона Карлоса были дела поважнее. Он как раз был занят тем, что пытался откусить палец своему воспитателю или на худой конец запереть повара в кладовке. Его интересовали не королевы, а возможность кого-нибудь ущипнуть или закатить скандал на ровном месте. А Марии он знал столько же, сколько я о квантовой физике, то есть ровным счетом ничего. Он был в своем собственном мире, где вместо свадебных колоколов звучали крики его измученных пажей. Итог этой романтики. Мария в Реймсе затаила дыхание, ожидая гонца с радостной вестью. А в это же самое время в Мадриде Филипп II просто переложил ее письмо в папку к рассмотрению через 100 лет. Изабелла послушно колола пальцы иголками, а принц Карлос бегал по коридорам, пугая придворных дам своей фирменной челюстью. Спецоперация «Испанский джекпот» начала превращаться в затяжной режим ожидания. Мария сидит во Франции, Елизавета в Англии, уже точит топор, пока, конечно, метафорически. А Филипп просто считает деньги. Но пока Мария в Реймсе предавалась мечтам о Мадриде, в Париже проснулся настоящий политический зверь. Екатерина Медичи, которую Мария так опрометчиво называла купчихой, делом доказала, что торговаться она умеет лучше всех в Европе. Узнав о тайной спецоперации Гизов, Екатерина не стала бить посуду. Она села за стол, взяла перо и начала считать. И арифметика была простой. Если Мария выйдет замуж за Дона Карлоса, то ее дяди Гизы станут настолько сильными, что просто выкинут Екатерину из Франции. А этого дочь Медичи допустить не могла, и она наносит удар. Она пишет письмо Филиппу II. «Дорогой зять, я тут слышала, вы ищете невесту для наследника. Зачем вам эта вдова Мария со своим туманным шотландским престолом и опасными планами на Англию? У меня есть предложение получше. Моя младшая дочь Маргарита, да-да, та самая, которую мир запомнит как королеву Марго. Она молода, она чистокровная Валуа, за ней мир с Францией, а не война с Елизаветой Английской». Забегая вперед, скажу, Екатерина прекрасно понимала, что эта свадьба вряд ли состоится. Это была блестящая дымовая завеса, ей нужно было просто заспамить сознание Филиппа II, чтобы тот окончательно запутался в невестках и перестал смотреть в сторону Марии. А что же наша Мария? Ну, представьте себе эту картину. Она сидит в Реймсе, каждый день выходит на дорогу в надежде увидеть пыль от копыт испанских послов. Понятно, не от послов, а от их лошадей. Она ждет торжественных карет, сундуков с дарами и кольцами с огромными бриллиантами. Но на горизонте тишина. Она пишет письма в Мадрид, а ей приходят ответы, написанные в лучшем стиле бюрократического ада. Король Филипп сейчас в глубокой молитве просил не беспокоить. Король раздумывает над вашим предложением, но пока не думал. Принц Карлос тоже думает, наверное. Мы уточним, когда он перестанет кусать придворных. Мария ждет. Вот-вот. Ждет еще недельку. Пока до нее не доходит новость, которая бьет больнее, чем потеря всех бриллиантов. На рынке невест появилась новая фаворитка. И это не какая-то там принцесса из далеких земель, а Маргарита Валуа, дочь Екатерины Медичи. Для Марии это был не просто щелчок по носу, это был сигнал СОС. Ей прямым текстом дали понять: «Милочка, тебя больше нет в списке приглашенных. Во Франции с тобой не просто не считаются, тебя используют как фон для продвижения других девочек». Это было больно, это было унизительно. Оказаться бывшей, при живой и торжествующей свекрови – это сценарий, от которого у любой королевы закипит кровь. Мария поняла, в этой французской игре она не просто проиграла, ее выставили за дверь, пока она ждала в прихожей.
Друзья мои, давайте теперь аккуратно, по-бухгалтерски разложим по полочкам ситуацию, в которой оказалась наша Мария Стюарт. Потому что со стороны это выглядело не как жизнь великой королевы, а как затянувшаяся французская командировка, которая перешла все мыслимые границы приличия. Представьте себе эту картину. У нас есть королева Шотландии, самая что ни на есть настоящая. По праву крови тут не подкопаешься. В своих мечтах она еще королева Англии, но это, как мы помним, лежит в области фантастики, поэтому пока отложим. И она же еще бывшая королева Франции. 3 короны, если считать на бумаге. А если считать в реальности, 0 тронов под мягким местом. И вот эта трижды королева сидит во Франции. Не в Париже. Оттуда ее вежливо попросили. Она сидит в Реймсе. Она подписывает письма пышными титулами. Она брендирует салфетки английскими гербами. Она все еще называет себя королевой Шотландии и Англии. Но при этом она не правит, не управляет, не заседает в парламенте. Она просто сидит. И тут возникает простой, почти неприличный вопрос. А за какой счет, собственно, весь этот банкет? Королева, она, конечно, настоящая, но шотландская казна находится в Шотландии, а Мария во Франции. И жила она не на шотландские деньги, которых она в глаза не видела, а на так называемую вдовью долю, пенсию, или, скажем по-простому, алименты по потере кормильца, которые ей полагались как вдове французского короля Франциска II. А теперь следите за руками. Откуда берутся эти деньги? Из королевской казны Франции. Кто распоряжается королевской казной? Правильно, Екатерина Медичи, та самая купчиха. Просто так взять и прекратить выплаты Екатерина не могла. Это было бы незаконно, нарушением брачного контракта, международный скандал, суды, адвокаты, дяди Гизы с мечами. Но Екатерина и не была бы Екатериной Медичи, если бы не нашла способ сделать жизнь неугодной невестки невыносимой, не нарушая при этом ни одной буквы закона. Она была дочерью банкиров, и она знала, как работает финансовая бюрократия. И вот, она сделала хуже, чем просто отказ. Она превратила выплату этой вдовьей пенсии в бюрократический ад. Представьте себе эту картину. Вы сидите и ждете перевод. В августе денег нет. Сентябрь денег нет. Октябрь вы уже пишете запросы, отправляете гонцов, нервно поглядываете на дорогу, не идет ли курьер с заветным кошельком. А из Парижа приходят ответы один изящнее другого. Ой, казначей в отпуске, сами понимаете, лето, все разъехались по поместьям. Ой, урожай в этом году был плохой, налоги не собраны, казна пуста, придется подождать следующего урожая, ну или через урожай. Ой, а вы тот документ прислали? А печать правильную поставили? Круглую? А подпись заверена у нотариуса? Нет? Ну так а как же мы вам заплатим без правильной печати? И так месяц за месяцем Мария Стюарт, королева Шотландии, претендентка на английский престол, бывшая королева Франции, в этот момент больше всего напоминала не великую правительницу, а старушку, которая выглядывает из окна почтальона с пенсией за позапрошлый месяц. А его все нет и нет. Это выглядело уже не просто грустно, это выглядело жалко. И я, честно говоря, не знаю, на что она рассчитывала. Может быть, она так и сидела бы в Реймсе до седых волос, превратившись в настоящую пенсионерку, если бы Екатерине Медичи это окончательно не надоело. Конечно, Екатерине нравилось унижать свою бывшую невестку, но, как любой банкир, она понимала, бесконечно унижать один и тот же актив – это трата времени. И ей надоели эти интриги, эти письма, эти попытки Марии что-то мутить за ее спиной. И она решила действовать открыто. Она вызвала Марию на аудиенцию. Теперь представьте себе эту сцену, друзья мои, 2 женщины. Одна королева крови, красавица, настоящая, законная, бывшая королева Франции, действующая королева Шотландии, в чьих жилах течет кровь Стюартов и Тюдоров. Англию в этот момент даже не упоминаем, потому что это уже даже не смешно. И вторая, та самая дочь торговцев, купчиха из Флоренции, которую годами унижали при дворе, называли выскочкой и не считали за ровню. Но именно она сидит на французском троне, управляет страной и держит в руках кошелек. И вот эта торговка начинает человеческим языком объяснять королеве Шотландии ее же права и обязанности.
Я не знаю, как именно звучал этот разговор, но зная характер Екатерины, могу себе представить. Спокойно, без крика, с тонкой улыбкой она сказала Марии примерно следующее. «Дорогая моя Мария, давайте уже посмотрим правде в глаза. Я прекрасно понимаю, во Франции хорошо, балы, парки, культура. В Шотландии прохладно, ветер, овцы и суровые мужчины. Поверьте, я вас не осуждаю. Но давайте уже, как это говорят, откроем глаза. Там в Шотландии ваш трон. Трон ваших предков. Трон, который ваша мать для вас выгрызала зубами. Там ваши лорды, которые свою королеву в глаза не видели. Может быть, пора уже вернуться домой? Забудьте вы об этой Испании. Испанский принц на вас никогда не женится. Это я вам обещаю. Хватит унижаться. Хватит уже сидеть и ждать почтальона с пенсией. Вы королева. Так возвращайтесь в свое королевство. Сядьте на свой трон. И, кстати, о пенсии. Хотите получать ее вовремя без задержек? Возвращайтесь домой. Тогда и казначеи перестанут болеть, и бухгалтеры найдутся, и урожаи станут хорошими. Вы меня понимаете? Друзья мои, это был щелчок по носу такой силы, что услышали, наверное, даже в самой Шотландии. Это был разговор, который для любой уважающей себя королевы стал бы таким унижением, что о нем стыдно даже вспоминать. Екатерина Медичи, купчиха, поставила королеву крови на место с такой изящной жесткостью, что Марии просто нечем было возразить. И вот именно в этот момент, получив эту звонкую пощечину от реальности, Мария Стюарт, кажется, впервые по-настоящему задумалась о том, чтобы собрать свои манатки и отправиться домой, в Шотландию, где ее никто не ждал, но где, по крайней мере, она была бы настоящей королевой, а не пенсионеркой, выглядывающей почтальона. Друзья мои, давайте теперь себе представим эту сцену, только не как в сухую историческую справку, а как кино. Представьте, закат, море, одинокий корабль, и на палубе этого корабля стоит она, Мария Стюарт. Если бы в XVI веке умели снимать кино, именно этот кадр вошел бы во все учебники по драматургии. Она стоит на корме и смотрит, как исчезает Франция за горизонтом. Страна, в которой она выросла. Страна, где она была королевой. Страна, где у нее были балы, наряды, поэты, которые воспевали ее красоту. И власть, пусть даже и чужая. Теперь все это остается позади, растворяется в серой дымке, как сон. Она плачет. Честно, по-девичьи горько. Если бы в этот момент играла музыка, то было бы что-то очень грустное, виолончель, может быть, лютня и титры, знаете, такие, которые медленно ползут по экрану. Ну и, конечно же, еще и чайки кричат. Солнце садится в море. В общем, полный набор трагической красоты. Но давайте будем честны. Сквозь эти горькие слезы, сквозь эту красивую печаль уже пробираются мысли. И мысли эти, надо сказать, совсем не грустные. Они скорее напоминают внутренний монолог обиженного подростка, которому родители не купили новую игрушку. «Ах так! Ах, меня выгнали!» – думает Мария, глядя на удаляющийся французский берег. «Ах, вот вы какие, Екатерина Медичи! Ах, не дали испанского принца, отобрали драгоценности, заставили ждать пенсию по полгода. Ну хорошо, хорошо, я еду в Шотландию, в мою законную Шотландию, и я вам там всем покажу. Сейчас я стану самой великой королевой, которую видел этот мир. Конечно же, я свергну Елизавету, и Англия, само собой, будет моей. Я заткну за пояс Екатерину Медичи, и Франция еще пожалеет, что выгнала меня. Может быть, даже Филиппа II заодно свергну вместе с его Изабеллой, которая не поддержала меня в трудную минуту. В общем, я всем вам покажу. Подождите, вы еще обо мне услышите. Примерно такие мысли, даже не сомневайтесь. И вот, корабль приближается к шотландским берегам. Сейчас начнется самая новая глава в ее жизни. Итак, представьте себе, была ли торжественная встреча? Были ли толпы подданных, колокольный звон, красная дорожка прямо из Эдинбургского замка к причалу? Думаете, было? Ага, как бы не так. Шотландия встретила Марию, как и должна была встретить, туманом. После парижских бальных залов, после реймских садов, после всей этой французской позолоты серое небо, которое, кажется, лежит прямо на голове.
сырой ветер, который забирается под платье и не выходит оттуда никогда. И знаете, запах водорослей, сырой шерсти и какой-то совершенно неблагородной, некуртуазной реальности. В общем, Мария прибыла в Лид. И знаете, какая там была встреча? Никакой встречи не было. Ее просто даже никто не ждал. Не было ни гвардии в золоченых латах, ни восторженной толпы, ни цветов. Королева Шотландии, королева 3 корон, вышла на берег и оказалась в грязном порту. И где же разместили королеву Шотландии, которая вернулась на родину после 13 лет отсутствия? В доме какого-то купца. В доме купца, не шучу. Королева Шотландии, Франции и мысленно Англии сидит в домике шотландского торгаша и ждет. Ждет, когда за ней соизволят приехать ее собственные лорды. Те самые лорды, которые ее в глаза не видели. Те самые, для которых она легенда, портрет на монете, имя в указах, подписанных ее матерью. А они не спешат, у них, собственно, свои дела. Кто-то воюет с соседом, кто-то пасет овец, кто-то читает проповеди. А их законная королева сидит в доме купца, смотрит в окно на туман и думает: «И это мое королевство? Чё, вы серьезно, что ли?» Вот так, друзья мои, начиналась новая глава в жизни Марии Стюарт. А глава, которую можно смело назвать «Возвращение блудной дочери». Она прибыла в Шотландию, на место, к которому, собственно говоря, была предназначена с 6 дней от роду. Только вот предназначение и реальность, как это часто бывает, немножечко не совпадали. Французская сказка закончилась. Шотландская суровая реальность только-только начиналась. И, как вы понимаете, скучно не будет. Друзья мои, давайте я вам сейчас на пальцах объясню, во что превратилась Шотландия, пока Мария Стюарт в Париже прогуливала свой престол. До отъезда маленькой Марии во Францию Шотландия была обычной католической страной. Да, с суровым климатом и не менее суровыми лордами, но католической. Потом начали появляться протестантские идеи из Англии, начались споры, стычки, первые искры будущего пожара. Но пока на троне сидела мать Марии, железная Мария де Гиз, ситуация как-то держалась. Она умудрялась балансировать между католиками и протестантами. Шатко, валко, треща по швам, но конструкция стояла, пока Мария де Гиз не умерла. И вот тут происходит следующее. Наша королева Шотландии, та самая, что по крови и по закону, пляшет в Париже. Но святое место, как известно, пусто не бывает. На соседнем троне сидела женщина, которая, в отличие от танцующей Марии, умела еще и править. И звали ее Елизавета Тюдор. Елизавета прекрасно понимала, враждебная католическая Шотландия у нее под боком – это постоянная угроза. Шотландия должна была стать протестантской. И точка. И что же делает Елизавета, пока Мария называет себя королевой Англии? А Елизавета работает. Она не просто сидит и ждет, она поддерживает шотландских протестантов деньгами, оружием, политическим прикрытием. В Шотландию возвращается Джон Нокс, пламенный протестантский проповедник, который не боится ни бога, ни черта, ни тем более какой-то там папистской блудницы во Франции. Его проповеди зажигают толпу. Лорды, которые чуяли, куда дует ветер, один за другим переходят в новую веру. И вот в 1560 году, пока Мария все еще во Франции, парламент Шотландии принимает решение. Страна официально становится протестантской, католичество вне закона, месса запрещена, папа римский никто и звать его никак. Это был переворот. Тихий, парламентский, но переворот. Страна сменила веру, пока ее законная королева была в отъезде. Могла ли Мария это остановить? Теоретически да. Если бы она, будучи королевой Франции, настояла на том, чтобы собрать армию и немедленно после смерти матери отправиться в Шотландию, наводить порядок. Ресурсы у нее, как у жены французского короля, конечно же, были. Дяди Гизы были. Французские войска уже находились в Шотландии. Но Мария этого не сделала. Сначала был жив Франциск. Как-то не до того. Потом она овдовела. И вместо того, чтобы собирать чемоданы в Эдинбург, она начинает охоту за Доном Карлосом. А тем временем в самой Шотландии реальная власть оказалась в руках ее сводного брата Джеймса Стюарта. Внимание, вопрос. Какой веры был Джеймс Стюарт?
Правильно, протестант. И он был самым влиятельным человеком в стране на момент приезда сестры. И вот теперь, друзья мои, представьте себе эту картину маслом. Август 1561 года. В порт пригорода Эдинбурга прибывает Мария Стюарт. Ей 18. Она католичка до мозга костей. Она говорит с французским акцентом. Она одета по последней французской моде. Она привыкла к Лувру, балам, поэтам и изысканным манерам. А вокруг нее суровая, холодная Шотландия, где вместо изящных комплиментов мрачные проповеди Джона Нокса о том, что женщина на троне – это противно природе, и где главный управляющий ее собственный брат, который уже обо всем договорился с ее врагами. Это все равно, что приехать в родную деревню на каблуках с чемоданом Луи Виттон, а там уже все говорят на незнакомом языке, поклоняются другому богу, а твой дом переписан на дальнего родственника. Ты вроде бы и хозяйка по документам, но твои документы здесь уже никого не интересуют. И самое главное, кто меньше всего рад приезду Марии Стюарт в Шотландию? Правильно, Елизавета Английская. Потому что одно дело – абстрактная королева Шотландии, которая сидит где-то во Франции и брендирует тарелки. И совсем другое дело – живая, настоящая, законная королева, которая теперь находится в нескольких днях пути от английской границы. И в любой момент может стать центром притяжения для всех английских католиков, которые недовольны Елизаветой. Так что, когда Мария сидела и ждала в домике купца, пока за ней соизволят приехать ее собственные лорды, она, возможно, уже начинала осознавать масштаб катастрофы. Она потеряла не просто время, она потеряла страну. Друзья мои, давайте без лишних сложностей, по-человечески представим себе, что же происходило дальше. Итак, представьте себе этот день. За Марией приехали. Ну как приехали? Прислали пару лошадей, повозку, может быть, еще какую-то завалявшуюся карету. Никаких фанфар, никаких раззолоченных карет, как в Париже. Встреча была скромная, почти бедная. Потом был торжественный въезд в Эдинбург. Как торжественный? Это, конечно, громко сказано. Городской совет решил, что надо соблюсти приличие, и устроил типа церемонии что-то. Бархат, балдахин, ключи от города, все как положено. Даже какой-то херувим спускался с облака, или что-то, что должно было его изображать. И даже ей вручили Библию, протестантскую, разумеется. Такой жирный намек. Добро пожаловать домой, королева, но вера тут теперь другая, так что привыкай, дорогая. А вечером был пир. И вот тут, друзья мои, случилась сцена, от которой у Марии, которая привыкла к изысканным французским балладам, наверное, задергались оба глаза. Местные лорды решили порадовать свою новую старую королеву музыкой. И они запели протестантский псалом фальшиво, очень фальшиво. Представьте себе Мария, которая выросла при самом изысканном дворе Европы, где пели профессиональные министрели, где музыка была искусством, сидит и слушает, как хор пьяных лордов выводит что-то немелодичное и режущее слух. Она, конечно, улыбалась, ведь положение-то обязывает. Но, честно говоря, я почти уверена, что в душе она рыдала. И, может быть, даже не в душе, а в подушку, когда этот кошмар наконец закончился. Французская опера против шотландского караоке, и счет явно не в пользу последнего. Но это было только начало. В первое же воскресенье после приезда Мария, как и подобает доброй католичке, велит отслужить мессу в своей личной часовне. Она не лезет в главный собор. Она не заставляет никого молиться с собой. Она просто молится так, как привыкла. И вот тут началось. Эдинбург, только что официально ставший протестантским, взорвался от возмущения. У стен часовни собирается толпа. И не просто недовольные зеваки, а разъяренные фанатики, которые готовы ворваться внутрь, выволочь священника и разорвать его на куски. Крики, угрозы, настоящее безумие. Месса, которую Мария считала своим личным делом, чуть не обернулась кровавой резней. И знаете, кто ее спас? Ее сводный брат, лорд Джеймс Стюарт, протестант до мозга костей. Он встал в дверях часовни и грудью сдерживал толпу. И нет, не из любви к католичеству отнюдь. Он просто не хотел, чтобы в его стране устроили самосуд над законной королевой в первый же день ее пребывания на родине. Прагматик, что с него взять? На следующий день городской совет Эдинбурга выпускает указ. Все паписты должны покинуть город в течение 48 часов.
А Джон Нокс, этот пламенный проповедник, гремит с кафедры. Одна месса страшнее для Шотландии, чем 10 тысяч вооруженных врагов. Вот как Марию встретила ее страна. С фальшивым пением, с бунтом и с проклятиями в ее адрес. И вот тут, друзья мои, надо отдать нашей героине должное. Я ее часто ругаю за легкомыслие, за инфантильность, за тарелки с английским гербом. Но в этот момент, оказавшись в абсолютно чужой враждебной стране, 18-летняя девушка показала характер. Она не впала в истерику, она не стала вызывать французские войска, которых у нее, кстати, и не было. Она не пыталась силой насадить католичество. Вместо этого она сделала очень умный политический ход. Она подчинилась обстоятельствам. Она назначила своего сводного брата своим первым министром. Она сказала: «Хорошо, вы протестанты, вы здесь главные, я не трогаю вашу веру, а вы не трогаете мою часовню». Она отказалась поддерживать католических лордов на севере Шотландии, которые надеялись, что она возглавит их восстание. Она согласилась играть по новым правилам игры. И знаете, это сработало. Даже Нокс, который ее ненавидел всеми фибрами души, вынужден был признать, что народ смотрит на нее, ну скажем так, с недоверием, но без агрессии. Ее красота, ее изящество, ее умение держаться – все это производило впечатление даже на самых суровых шотландцев. Так что, друзья мои, давайте будем справедливы. Да, Мария Стюарт наломала дров, и еще наломает немало. Но в этот момент, в первое свое шотландское испытание, она выдержала удар и выдержала достойно. Французская принцесса на каблуках, которую швырнули в ледяную шотландскую реальность, не разбилась вдребезги. Она приземлилась. Жестко, с синяками, с потоками слез в подушку. Но на ноги встала. А это, согласитесь, уже кое-что. Друзья мои, а теперь давайте спустимся с небес на шотландскую землю. Если вы вдруг поверили, что Мария Стюарт смирилась, стала тихой протестанткой и решила жить дружно со всеми, включая соседку Елизавету, вы ошиблись. И сейчас я вам расскажу, что она затеяла на самом деле. Только она отдышалась после фальшивых псалмов и разъяренной толпы у часовни, как села и задумалась. И первая ее мысль была: угадайте о чем? Ни за что не угадаете. Она снова начинает свататься. И знаете к кому? Мне даже неловко вам говорить. К Дону Карлосу. Да, к тому самому Дону Карлосу, наследнику испанского престола, человеку с челюстью рояля и хобби пожарить лошадей. Мария, которая только что сбежала из Франции, где ее унизили и выставили за дверь, вернулась в Шотландию, огляделась и решила: а не попробовать ли мне еще разок? Чем не Тюдор? И вот вы спросите: Мария, зачем тебе этот испанский стыд? Ты же уже получила отворот-поворот, ты же уже сидела в Реймсе и ждала почтальона с пенсией. Помнишь? А она, представьте себе, ничего не забыла. И тем не менее, начала все по новой. Почему? Да все просто. Во-первых, Испания – католическая страна. Самая мощная католическая держава в Европе. А Мария, как мы помним, окружена протестантскими лордами, которые поют фальшивые псалмы и грозятся разорвать ее священника. Ей нужен союзник, сильный, с армией, с флотом, с деньгами, который поможет приструнить этих бородатых кальвинистов. И во-вторых, есть еще одна маленькая деталь. Англия, Елизавета, которая сидит на троне и которую Мария по-прежнему считает узурпаторшей. Испанский брак давал бы ей шанс на английскую корону. Ведь с испанской армией за спиной можно и в Лондон заглянуть, не так ли? И вот представьте себе эту картину. Мария сидит в Эдинбурге и пишет письмо в Мадрид. «Дорогой Филипп», выводит она изящным почерком, «отдайте мне своего сына. Я хорошая, я католичка. У меня есть Шотландия, а скоро будет и Англия». Но это еще не все. Параллельно с этим она пишет другое письмо. Угадайте кому? Елизавете Тюдор.
Содержание этого письма было примерно таким. «Дорогая кузина, я так рада, что мы с тобой соседи. Давай дружить. Давай забудем все наши разногласия. Назначь меня своей наследницей, и я обещаю, что буду самой лучшей, самой любящей, самой преданной. Ну, в общем, вы меня понимаете». Теперь вопрос к знатокам. Как вы думаете, Елизавета Тюдор была дурой? Правильно. Нет, она была одной из умнейших женщин своего времени. Умнее Марии. Это мы можем сказать с полной уверенностью. И второе. У Елизаветы была такая сеть шпионов, что она узнавала о планах Марии раньше, чем Мария успевала обмакнуть перо в чернильницу. Агенты, дипломаты, перебежчики, подкупленные слуги – вся Европа кишела людьми, которые работали на английскую королеву. Письмо в Мадрид, письмо в Эдинбург, разговоры при дворе, слухи, сплетни – все это стекалось к Елизавете. И когда Елизавета сопоставила эти два письма, одно с предложением вечной дружбы, другое с просьбой о браке испанскому принцу, который является главным врагом Англии, она, наверное, усмехнулась своей тонкой тюдоровской усмешкой и сказала что-то вроде: «Ну-ну, Мария, давай играй в свои игры, я подожду». Потому что это был чистой воды блеф. Мария вела двойную игру, даже тройную, со своими лордами, с Елизаветой и с Испанией. И если с лордами у нее еще кое-что получалось, то Елизавету она переиграть не могла. Та видела ее насквозь. Итак, друзья мои, представьте себе всю эту красоту. Наша героиня, едва ступив на шотландскую землю и еще не обжившись как следует, тут же затевает старую новую авантюру – выйти замуж за испанского принца и получить то, что она считает своим по праву – английскую корону. Английская корона по-прежнему не дает ей спать спокойно, и ради этой короны она готова на все, даже на то, чтобы писать любовные письма в Мадрид и дружеские в Лондон одновременно. Старая песня на новый лад. И как мы скоро увидим, эта песня добром не кончится, потому что если Елизавета была умной, то Филипп Испанский был просто занудой. И он, как обычно, сел считать бухгалтерские книги, чтобы понять, нужна ли ему эта шотландская головная боль. И мы-то с вами уже знаем, каким будет его ответ. Друзья мои, а что же было дальше? А дальше было все то же самое. Она продолжила бомбардировать Испанию любовными письмами с таким упорством, что почтовые лошади, наверное, падали от усталости. Она всерьез надеялась, что Дон Карлос однажды все-таки прочтет ее письмо. Ну или ему прочитают, или картинку нарисуют. И он, ослепленный ее красотой, воспрянет духом и лично пришлет за ней флот. Она заваливала Испанию письмами до такой степени, что даже вечно спокойный и медлительный Филипп II однажды не выдержал. Он отложил очередную депешу из Шотландии, потер переносицу и сказал своему секретарю ту самую легендарную фразу: «Эта женщина слишком торопится». В переводе с королевского на человеческий это означало: «Боже, заблокируйте ее уже кто-нибудь». Филипп начал просто игнорировать письма, потому что в большой политике такая навязчивость выглядит не как страсть, а как отчаяние, а Филипп не любил иметь дело с отчаявшимися. Она, конечно, учила испанский. Ну а как иначе? Параллельно с испанским штормом Мария играла в идеальную кузину. Она писала Елизавете Тюдор самые нежные письма, надеясь усыпить ее бдительность. Мария свято верила, что ее испанская история – это строжайшая тайна. А Елизавета делала вид, что верит. Что же Мария делала для Шотландии? А ответ у нас будет. Барабанная дробь. Ничего. И это, как ни странно, было ее главным достижением. Давайте объясню на пальцах. Представьте себе, в страну, где только что сменили религию, где лорды режут друг друга, где протестанты и католики готовы вцепиться друг другу в глотки, приезжает королева-католичка с французским акцентом, с мессой в своей личной часовне. И что делает эта королева? Она не начинает религиозную войну, не вызывает испанскую инквизицию, не пытается силой вернуть страну в католичество. Она просто сидит и ждет испанского принца. Это, друзья мои, и есть ее главное достижение. Религиозные войны не начались. То, чего боялись многие, не случилось. Это уже, согласитесь, кое-что. В XVI веке монарх, который не развязал гражданскую войну по религиозному признаку, это почти святой.
ну или просто очень занятый своими любовными письмами человек. А теперь давайте пробежимся по списку того, что должна делать нормальная королева, и посмотрим, что из этого делала Мария. Что-то для флота? Нет. Что-то для армии? Нет. Что-то для экономики? Ха-ха. Что-то для законотворчества? Вы шутите. Что-то для образования? Ну, она сама читала стихи и писала тоже. Этого достаточно? Для всего этого у нее был брат, лорд Джеймс Стюарт, сводный брат. И пока Мария мечтала о Доне Карлосе, он разгребал долги, подавлял мятежи, строил хрупкий мир с Англией и вообще занимался тем, чем должна была заниматься королева. Мария просто назначила его главным и сказала: «Ты пока тут порули, а я попишу письма в Испанию». Но давайте будем справедливы, были и плюсы. Не то чтобы много, но парочку мы насчитаем. Во-первых, она пыталась превратить суровую шотландскую деревню в филиал Парижа. Она привезла с собой французский шарм, французские наряды, французскую поэзию. Она сама прекрасно писала стихи. При ее дворе читали Ронсара, танцевали, музицировали. Получилось не очень. Суровые шотландские лорды как-то не прониклись изящной словесностью, предпочитая ей фальшивое пение псалмов. Но попытка засчитана. А во-вторых, и это самое главное, при ней было спокойно. Не идеально, не без проблем, но той кровавой бани, которую все ждали, не случилось. Так что подведем итог. На вопрос, что же Мария Стюарт сделала для Шотландии, есть два правильных ответа. Первый – ничего. Второй – именно это ничего и спасло Шотландию от того, что могло бы случиться. Она была королевой паузой, королевой ожиданием, королевой, которая сохранила хрупкий мир просто потому, что была слишком занята мечтами о другой короне, чтобы устроить хаос в этой. Мария просто терпела Шотландию. Она сидела на чемоданах, мечтая сбежать в Мадрид, объединиться с Испанией и выселить Елизавету из Лондона. Мария ждала, Мария надеялась, Мария уже почти видела себя в солнечной Испании. И тут наступил апрель 1562 года. А в один из обычных испанских дней в королевском дворце раздался звук. Это не был звук фанфар или звон золотых монет. Это был тяжелый, гулкий и очень болезненный стук испанского черепа об испанский пол. Дон Карлос, наш завидный жених и наследник половины мира, совершил свой самый знаменитый полет в жизни. Он скатился с лестницы и приземлился так неудачно, что все здание испанской дипломатии, которое Мария так тщательно строила в своих письмах, задрожало вместе с ним. Не пугайтесь, друзья. Сейчас мы вам расскажем, что же произошло на той лестнице и почему этот бум стал для Марии Стюарт началом конца ее великой мечты. Спойлер. В этой истории появится дырка в голове, святые мощи и очень много черного юмора. А теперь представьте себе апрель 1562 года. Город Алькала де Эндарес, где юный принц учился, числился в университете. Воскресный день. И 16-летний Дон Карлос, наследник престола, видит ее, дочь привратника, по имени Мариана де Корсетас. Девушка спускается по лестнице, и наш принц с его грацией решает, что пора проявить мужскую настойчивость. Он бросается за ней в погоню. Нет, друзья мои, это не сцена из романтической комедии, это трагедия. Потому что за 5 ступенек до конца лестницы неуклюжий, косой, физически неразвитый юноша оступается и летит кубарем вниз. И как будто судьба решила, что простого падения недостаточно. Он приземляется затылком прямо на железный гвоздь. Удар головой об испанский пол – это я слишком мягко выразилась. Удар головой об испанский гвоздь. Вот так правильно. Сбежались слуги, примчались доктора. Рану размером с ноготь большого пальца промыли, перевязали. Принц даже поел и вроде бы пришел в себя. Врачи облегченно вздохнули. Фух, обошлось. 9 дней все шло хорошо. Дон Карлос, получив хорошую порцию страха, даже вел себя прилично. Сидел на курином бульоне и черносливе, никого не кусал, лошадей не жарил. Очень хороший мальчик, записал доктор Оливарес. Но на 10-й день начинается ад. Сначала онемела левая сторона тела, потом дикие головные боли, потом озноб, жар.
Голова и шея начали раздуваться до чудовищных размеров. Затем бред, галлюцинации и, наконец, ступор. Дон Карлос лежал как мертвый, веки его так раздуло, что он не мог открыть глаза. Принц весом 35 килограммов, живой скелет, затянутый в гниющую кожу. Испанские врачи перепробовали все: кровопускание, слабительное, мазь из скипидара с яичным желтком, розовый мед. В какой-то момент в полном отчаянии позвали Мавра из Валенсии. Его снадобья сожгли принцу череп до черноты, и Мавра выгнали в зашей. И вот тогда Филипп II вызывает его, единственного человека, которого испанские доктора ненавидят всеми фибрами души, но за которым стоит наука – Андреас Визалий. Отец современной анатомии, на секундочку. Представьте себе эту сцену. Темная комната, огромная кровать с тяжелыми занавесками. Вокруг нее сборище испанских медиков в форме полумесяца. Ну, не медики в форме полумесяца, а стояли они так. И входит он, высокий, смелый, с благородным лбом и дерзким взглядом. Его ненавидели, его называли выскочкой и еретиком. Но только он один мог сказать правду. И он ее сказал. Визалий осмотрел принца и вынес вердикт. Поврежден череп, нужна трепанация. Он берет специальную ручную дрель и делает в черепе принца дырку. Чистая физика, друзья. Лишнее вытекло, давление упало, мозг вздохнул. Без этого сверла принц бы отправился к праотцам уже через пару часов. Но разве можно сказать народу, что наследника спас мужик с дрелью? Нет, это не патриотично и скучно. А теперь слушайте внимательно. За 100 лет до этих событий, в 1463 году в Алькале умер скромный монах по имени Диего. Он был добрым малым, кормил бедных, и поговаривали, что он якобы творил чудеса. 100 лет он мирно лежал в своем склепе, его кости сохли, превращаясь в сухую мумию. И вот, спустя век за ним пришли. Представьте эту картину. Монахи достают мумифицированного Диего, бережно упаковывают и притаскивают прямо в королевскую спальню. И что они делают? Они кладут 100-летний труп в постель к бредившему принцу. И вот представьте, бедный Карлос мечется в лихорадке, а рядом с ним под одеялом сухой старик в рясе. Говорят, принц в полузабытии даже обнимал эту мумию. И вот чудо. На утро, после ночевки с мумией и совершенно случайно, после того, как Визалий выпустил гной через дырку, Карлосу стало лучше. А теперь вопрос. Как вы думаете, кому достались лавры? Визалию? Его сверлу? Нет, конечно. Официальная версия. Святой Диего спас наследника. Итог. Мумия Диего получила бешеную популярность. Его признали чудотворцем, а в 1588 году официально причислили к лику святых. Филипп II был в восторге. Это же какой пиарище! Смотрите, Бог любит испанских Габсбургов до такой силы, что даже мертвые монахи встают из могил, чтобы их вылечить. Это был идеальный католический фокус-покус. Но давайте спустимся на землю. Мы же понимаем, что произошло на самом деле. Принц выжил. У него в голове теперь официально была дырка, которая подарила ему жизнь, но забрала остатки рассудка. Если до падения он был трудным подростком с садистскими наклонностями, то теперь он превратился в окончательно неконтролируемого безумца. Мозг, потрепанный инфекцией и сверлом, просто слетел с катушек. Вот вам и результат. Мумия получила нимб и славу. Визалий – гонорар и молчаливое признание. А Испания – наследника, который разговаривает с призраками и пытается выкинуть слуг из окна. Друзья мои, давайте представим себе эту картину. Где-то в Эдинбурге под аккомпанементы шотландского дождя и завывающий ветер сидит наша Мария Стюарт. Вдруг в дверь стучат и вручает ей срочную депешу из Испании. Она разворачивает письмо, читает. И что же она видит? Новость первая.
Ее вожделенный Дон Карлос, наследник половины мира, свалился с лестницы, преследуя служанку. Новость вторая. Он треснулся головой так, что теперь у него там не просто мозги на бекрень, а самая настоящая дырка. Новость третья. Он стал еще безумнее, чем был. А это, согласитесь, надо было постараться. Что бы в такой ситуации сделала нормальная женщина? Ну, скажем, обычная, адекватная, вменяемая невеста. Она бы сказала: фу ты, господи, какой кошмар. Он и без дырки-то был не в себе, а теперь у него там еще и трепанация, и мумия в постели, и полный набор галлюцинаций. Все, закрываем этот проект, забываем как страшный сон. Может присмотреться к какому-нибудь шведскому принцу или датскому, или хотя бы местному шотландскому лорду, в конце-то концов. Но Мария Стюарт не была нормальной женщиной. Мария Стюарт была ведь королевой, с 3 коронами в голове и полным отсутствием тормозов. И вот, получив известие о дырке в голове своего возлюбленного, так сказать, она не отчаялась, она обрадовалась. Представьте себе ход ее мыслей. Вау, дырка! Так это же еще лучше. Он будет во всем мне подчиняться. Он будет смотреть на меня снизу вверх. Я буду им командовать. А он будет только кивать своей дырявой головой и делать все, что я скажу. Это же идеальный муж. И она начинает действовать с удвоенной энергией. Она учит испанский так усердно, как будто завтра ей сдавать экзамен самому инквизитору. Она шьет платье в испанском стиле. Она пишет письма. Ох, сколько она пишет писем. Филиппу II, Дону Карлосу, испанским послам, кому угодно, только бы достучаться, только бы докричаться через всю Европу. Содержание этих писем, если перевести с дипломатического языка на человеческий, звучало примерно так. «Дон Карлос, любимый, забери меня отсюда, я все прощу. Я прощу тебе эту служанку, за которой ты гнался, я прощу тебе лестницу, с которой ты упал, я прощу тебе дырку в голове, я прощу тебе мумию, с которой ты спал, я прощу все, что угодно, только забери меня из этой ужасной Шотландии». Но письма, друзья мои, читал не Дон Карлос, письма читал Филипп II. И тут Филипп, наверное, впервые в жизни испугался. По-настоящему испугался. Он не знал, кого бояться больше. Своего сына, который теперь с дыркой и окончательно превратился в ходячее недоразумение, или эту шотландскую королеву. Филипп представил себе этот союз, сумасшедший Дон Карлос плюс навязчивая Мария Стюарт. Кого они сплодят? Всадника апокалипсиса, не иначе. Нет, даже не всадника, а целый эскадрон всадников. Он представил, как эти двое будут управлять империей. Один с дыркой в голове и другая с французским акцентом, и оба с претензиями на английский трон. И еще и с полным отсутствием чувства реальности. В общем, Филиппу стало дурно. Он посмотрел на очередное письмо от Марии. Оно было пропитано такой надеждой, такой настойчивостью, такой, прости господи, страстью, что ему захотелось просто закрыть глаза, зажать уши и притвориться, что Шотландии не существует, и Марии Стюарт не существует, и вообще не существует этой проблемы. И он так и сделал. Он просто закрыл этот проект. Он, честно говоря, и вообще его особо никогда это и не открывал. Просто рассматривал из вежливости, как просматривают спам в электронной почте. Но теперь он даже не рассматривал. Он боялся. Боялся этой назойливости, этой настойчивости, этой женщины, которая, кажется, была готова выйти замуж даже за дырку в голове, лишь бы вырваться из Шотландии. Итак, друзья мои, ситуация стала кристально ясной для всех. Для всех. Кроме самой Марии. Филипп просто сделал вид, что его нет дома. Он перестал отвечать. Он игнорировал ее так активно, что это уже превратилось в дипломатическую черную дыру. А что же Мария? А Мария все еще ждала. Она шила испанские платья, учила язык и смотрела в окно на шотландский дождь, ожидая, что вот-вот на горизонте появятся паруса испанского флота, которые приплыли за ней. Но парусов не было и не будет. Потому что Филипп II сказал свое окончательное «нет». Даже не сказал, он просто молчал. И это молчание было громче любого ответа. Дон Карлос, принц астурийский, наследник империи, на которой никогда не заходило солнце, обладатель фамильной челюсти и дырки в голове, не женился ни на ком.
Ни на Марии Стюарт, ни на своей пражской кузине, а не австрийской, которая тихо ждала его в Пражском граде, ни на Маргарите Валуа, которую предлагала якобы Екатерина Медичи, ни на какой-либо другой женщине. Его судьба решилась совсем иначе. После падения с лестницы он стал окончательно неуправляемым. Паранойя, вспышки ярости, планы бегства из Испании, заговоры – все в общем шло к тому, что Филипп II должен был сделать выбор между сыном и империей. И он его сделал. В январе 1568 года, спустя 6 лет после того падения, Дон Карлос был арестован по личному приказу отца и заперт в своих покоях. А еще через полгода, в июле, его не стало. Официальная версия – болезнь. Неофициальная – от того, что его история просто должна была закончиться. И знаете что? Может, оно и к лучшему. Потому что на смену ему пришел другой, гораздо более вменяемый, гораздо более здоровый. Тот самый, которого родит Филиппу II его 4-я жена, Анна Австрийская. Та, из Пражского града. Но это уже совсем другая история. А с Доном Карлосом мы прощаемся. Спи спокойно, принц. Испанская корона тебе так и не досталась, и, положа руку на сердце, скажем честно, слава тебе, Господи. Друзья мои, давайте поднимем занавес над финальной сценой нашей второй части. Представьте, пока Мария в Эдинбурге шьет испанские платья и ждет ответа от дырявого принца, в Лондоне, в облаке изысканных духов и политического хладнокровия, за всем этим наблюдает одна очень умная женщина. Елизавета Тюдор не просто наблюдала, она наслаждалась этим испанским позорищем. Каждый раз, получая отчеты от своих шпионов из Мадрида о том, как Мария снова пишет Филиппу II письма, а тот прячется под стол, Елизавета тихо посмеивалась в свой кружевной платок. Для нее это был лучший сериал сезона. Но Елизавета была не только любительницей черного юмора, она была гроссмейстером. И в какой-то момент она решила: а ладно, этого цирка достаточно, пора брать управление этим хаосом в свои руки. В один из дней Елизавета садится за стол, берет перо и пишет письмо, которое должно было стать изящной пощечиной и хитрой ловушкой одновременно. «Дорогая сестра», – писала она с едва уловимой иронией, – «зачем тебе этот далекий испанец, у которого, как говорят, в голове теперь больше сквозняков, чем мыслей? Зачем тебе ждать чуда от тех, кто тебя игнорирует? У меня есть для тебя вариант намного лучше. А вариант, который ближе, надежнее и гораздо симпатичнее. Вот так, с этого письма, с этого предложения, с этого, казалось бы, разумного и прагматичного шага начинается одна из самых бурных, кровавых и невероятных саг в британской истории. История, в которой будут безумная страсть, дикая ревность, взорванные замки, убитые мужья и одна невольница, которая сожжет дотла все, что ей дорого. Но об этом, друзья мои, мы расскажем вам в следующий раз. А пока занавес. Ну что ж, дочь у меня удалась. Даже немного страшно. В следующей части мы узнаем, как Мария променяла испанский стыд на двухметрового красавчика и почему эта любовь закончилась самым громким взрывом в истории Шотландии. До встречи!